Всем привет! Сегодня я покажу, как я делаю свечу в виде куба. Мне понадобятся кухонные весы, термометр, фитили, держатель для него, краситель, деревянные палочки для размешивания, форма для заливки, воск, емкость для плавления, а также мука и тарелка. Для начала я беру кухонные весы и ставлю на них мою емкость для воска. Я обнуляю счетчик, чтобы измерить вес воска, который мне понадобится. Насыпаю необходимое количество воска. Чтобы посчитать, сколько вам понадобится воска для формы, вы можете воспользоваться калькулятором, который я оставлю в описании. Перед этим измерьте, сколько миллилитров воды помещается в форме, и внесите эти данные в калькулятор. Расчет примерный, в дальнейшем для удобства лучше записать, сколько воска было израсходовано. Для моей формы мне понадобилось 146 грамм воска. Я поставила мой воск плавиться и начинаю его периодически помешивать до полного растворения. У меня электрическая плита, и я плавлю воск на минимальном режиме, примерно 1-2 деления. Вода в кастрюле не должна сильно кипеть, также соевый воск лучше нагревать не более чем на 90 градусов. Добавлять ароматизатор формы свечи лучше по минимуму, либо вообще не добавлять, так как свеча не успевает образовать большой бассейн и запах практически не ощущается от свечки. Я добавляю не более 3% от массы свечи, максимум 1 мл ароматизатора. А дошку нужно добавлять при температуре не менее 80 градусов. Пока воск плавится, я готовлю мою силиконовую форму. Моя форма с AliExpress, ссылку на нее я оставлю в описании. Для этого мне нужно вставить фитиль. Я отмеряю, сколько примерно мне нужно сантиметров для моего куба. И отрезаю. Если у вас новая форма, то вам нужно для начала сделать отверстие для фитиля. Я это делаю простым кухонным термометром. Отверстие должно быть ровно посередине молда, сам фитиль не должен касаться стенок формы. Перед покупкой фитиля измерьте его диаметр с помощью линейки. Так как мой куб большого размера, я беру самый большой фитиль в линейке. Я ставлю фитили-держатели и пока откладываю мой молд. Чтобы верхние шарики куба не приминались, я пользуюсь таким лайфхаком. Беру муку, насыпаю ее в тарелку и ставлю в тарелку мою форму. Далее я прохожусь либо пальчиком, либо кончиком термометра по форме, вдавливая форму в муку. Таким образом, бабл получается идеальным. Тем временем мой мозг уже растопился, и можно добавить в него краситель. В этот раз я решила сделать свечу черного цвета. Добавляю около 1 грамма красителя, чтобы цвет был насыщенным. Тщательно все перемешиваю до полного растворения красителя в воде. Перед заливкой я измеряю температуру воска. На сайте производителя воска указана примерная температура заливки.
Ваша идеальная температура будет найдена опытным путем. Главное не дать воску застыть, иначе поверхность свечи будет рыхлой. Я заливаю молд воском до краев и оставляю на 4 часа. Если есть время и терпение, то на всю ночь. Прошла ночь, и я решила наконец-то достать мою свечу. Я аккуратно подрезаю ножницами нижнюю поверхность свечи. Это лучше делать перед распаковкой. Также подрезаю аккуратно фитиль до 6 мм сверху. И такой бабл у меня получился. Перед зажжением я ему даю настояться еще сутки или двое. Такая свеча горит 2-3 часа. И если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Хорошего дня и до новых встреч!